Всем привет, добро пожаловать на вечерний видеоподкаст «Московское время 20:06». Обычно такие видео я не снимаю, но сегодня пускай будет. Дело в том, что я получил много сообщений. Алексей, расскажите, пожалуйста, более подробно, как работает вторая версия для разработчиков операционной системы macOS 26 со старыми видеокартами Polaris. Никого не хочу обидеть, у самого такая видеокарта. Давайте, пожалуйста, посмотрим. Так, данную операционную систему я установил вчера. Я думаю, что вы смотрели видеоподкаст. Если кому-то необходимы файлы, настройки загрузчика OpenCore, вся информация на Boosty. Там можно скачать готовую папку с загрузчиком OpenCore. Поехали, нажимаем старт. Кстати, сейчас вы увидите фиолетовые полоски, потому что Green я добавлять не стал. Операционная система и так работает хорошо без грина, но то, что при старте операционной системы буквально вот на пару секунд появляются фиолетовые полоски, в принципе, это без разницы. Еще буквально пару секунд, я сейчас быстренько введу пароль, и мы выходим на рабочий стол. Почему в начале видеоподкаста я сказал, что обычно такие ролики я не снимаю? Дело в том, что немножко охрип. И чтобы сберечь свой голос, дальше комментировать я не буду. Давайте сделаем так. Я просто не спеша буду открывать стандартные приложения раз. Далее я постараюсь немножко помонтировать в Final Cut, для того, чтобы вы могли понять, вылетает, не вылетает, как работает графика. Я постараюсь запустить какую-нибудь игру. Вы посмотрите, что работает технология Metal. Посмотрим количество попугаев данной видеокарты RX 560. Забегая вперед, хочу сказать, что, скажем так, в пределах нормы, вот. И еще буквально пару слов в конце видеоподкаста, перед тем, как вы будете смотреть все это под музыку. Я вот что хочу сказать. В принципе, операционная система работает хорошо. Учитывая то, что видеокарта RX 560 от компании MSI, она сейчас на Авито стоит 3000 рублей, но может быть 3500. Какие у меня могут быть претензии, если у меня видеокарта за 3000? Скажи, как говорится, Алексей, спасибо, что операционная система работает. И самый главный вывод. Мы теперь четко знаем, что компания Apple в операционной системе macOS 26 она не удалила видеокарты Polaris. А это значит, если у вас подобные бюджетные видеокарты RX 560, 570, 580, некоторые модели 590, и если вас устраивает, как работает операционная система, можете не продавать, можете не переходить на Navi.
пока выполняется данный просчет, давайте, пожалуйста, подведем итог. Итак, операционная система работает достойно. Раз. Больших проблем я не наблюдаю. 2. Игры запускаются, не вылетают. Это значит, что технология Metal работает правильно, графика работает из коробки. Это очень важно. Можно монтировать видео в Final Cut. Скажем, 1920 на 1080 60 кадров, учитывая то, что это бюджетная видеокарта RX 560, которая стоит 3000 рублей. Так что, в принципе, довольно хорошо работает операционная система. Что будет дальше, конечно, я не знаю. Разумеется, я буду снимать видеоподкасты. Разумеется, я также буду устанавливать следующие версии. Насколько я помню, еще должна выйти третья версия для разработчиков. А вот когда выйдет третья версия для разработчиков, сразу появится первая паблик-бета-версия. И вот первая паблик-бета-версия, которая предназначена для широкой аудитории, она должна работать еще лучше и еще более стабильно. USB-порты у меня работают, звук у меня тоже великолепно работает. Я настоятельно советую всем хакинтошникам подумать над моими словами, про которые я говорил в предыдущем видеоподкасте. Пора потихоньку все-таки покупать внешние нативные звуковые карты, пора потихоньку покупать внешние нативные сетевые карты, если вы хотите действительно профессиональный, хороший, стабильный хакинтош, а не заводить, скажем, через Voodoo как вариант или через другие костыли. Ну вот, пока я все подводил итог, видите, ролик в принципе мы смонтировали. Давайте нажмем на play. Качество картинки 1920 на 1080, 60 кадров. Идет, в принципе, довольно неплохо. Вот такой вот видеоподкаст. Так что, уважаемые господа, у кого видеокарты Polaris, я вас хочу поздравить. Начиная со второй версии для разработчиков, эти видеокарты работают в операционной системе macOS 26 из коробки. Это, честно говоря, хорошо. Всем спасибо, кто смотрел данный видеоподкаст. Надеюсь, что информация была полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. Мира всем.